Во мраке бесконечной вселенной царствовало могущество, известное как Аэнисар, одинокий бог. Его сила была безгранична, но одиночество ввергло его в глубокие поиски. Эти поиски привели его к вершине творения. Первым он сотворил вселенную под названием Диатра, наполненную бескрайними засушливыми землями, отражающими его одиночество. Он создал Киниаклу, земли, наполненные покоем и тишиной, покрытые изумрудной зеленью. Ни Диатра, ни Киниакла не смогли утолить его одиночество. Затем Аэнисар создал Падокру, широкую долину, укрытую белизной и холодом, символ его безграничной силы и величия. Затем он создал Шамру, воплощение своей гордыни, мрачный и влажный мир, оставляющий гнетущее впечатление. Все в нем было пропитано сыростью и тяжелой тишиной. Странствуя между этими мирами, он не находил удовлетворения. В конце концов создал величественную планету-портал Куинфол, связующую все миры и наделенную чертами каждого из них. Здесь один край был окован льдом, другой охвачен пламенем. Один влажный и болотистый, другой зеленый и плодородный. По всему миру начали открываться разломы, и вырывающиеся из них чудовища сеяли хаос, разрушая каждую часть этих земель. Силы Аэнисара иссякали, и в последней попытке он создал бога по имени Трион, поручив ему спасти планету Куинфол. Судьба планеты теперь была в руках Триона, но легендарное наследие Аэнисара и история его творений будут жить вечно. Тень Великой войны охватила всю планету Куинфол. В отличие от отца, Трион не стал создавать новые миры, а решил собрать армию существ, подобных себе, хоть и более слабых. С этой армией он уничтожил разломы и заточил монстров обратно в их владение. После многих лет войны и хаоса войска Триона ослабли и рассеялись по всей планете. Когда армии исчезли, народ начал создавать собственные поселения. Возникли деревни и города, протянулись торговые пути, выросли величественные столицы. Люди совершенствовались в ремеслах, жили в мире и единстве под правлением Триона. Но со временем Трион утратил силу, и планета Куинфол вновь содрогнулась. Весть разлетелась мгновенно. Смерть Триона позволила монстрам вновь активировать разломы и собраться для новой Великой войны. Теперь судьба Куинфола покрыта туманом неопределенности. Пока народ наблюдает за крушением мира, в котором когда-то царили порядок и покой, чудовища накапливают силу. С гибелью Триона будущее этих земель оказалось под угрозой. Однако именно в такие времена, во мраке хаоса и страха, рождаются герои. Судьба мира будет переписана руками отважных искателей приключений, а грядущая битва станет началом новой легенды. Приветствую вас, друзья! Это новая игра The Queenfall, в которую я начинаю играть. Пока у меня идет загрузка, я кратко расскажу предысторию. Игра от турецкой компании, за которой я начал следить примерно в 2023 году. Заранее скажу, что игра The Queenfall вышла в ранний доступ в январе 2025, если я не ошибаюсь. Так вот, в течение 2 лет примерно я следил за разработкой этой игры, смотрел видеоролики, читал информацию, которую давали разработчики по этой игре. И мне она нравилась, судя по тому, что я видел, что читал. Она напоминает игру Black Desert, в которую я играл 10 лет назад, в 2016 году, причем играл довольно-таки долго, наверное, 2 года я играл в Black Desert. Так вот, The Queenfall, по моему мнению,
Ну, где-то, наверное, на 70% это копия игры Black Desert. А учитывая то, что Black Desert мне очень нравилась, и я в нее играл с большим удовольствием, скорее всего, игра The Queenfall мне тоже понравится. В общем, в январе 2025, когда она появилась в раннем доступе, мы с Индиго играли в другие игры. В общем, не играл, я ее не устанавливал. И вот совершенно случайно в феврале 2026 года я увидел новость о том, что игра The Queenfall выходит в релиз из раннего доступа. И выйдя в релиз, происходит полный вайп. И это значит, что все начнут с нуля. В общем, ребятки, я решил установить эту игру, посмотреть, что и как. Если она действительно, ну, хотя бы на 80% похожа на игру Black Desert, то она мне точно понравится. Потому что, повторюсь, в Black Desert я играл с большим удовольствием. Кто-то скажет, ну а почему, Роман, не вернешься в Black Desert? Тем более, что там есть персонаж, уже заточенная броня и прочее, прочее. Но знаете, хочется чего-то новенького. Black Desert все-таки 2 года, проведенные в той игре, она мне, ну, поднадоела. Хотя там выходили обновления, появлялись новые классы, но тем не менее хочется чего-то новенького, свежего. Все-таки Black Desert вышла больше, чем 10 лет назад. Поэтому The Queenfall. Я ее установил, создал вот такого персонажа, вы видите у меня сейчас на экране, и попробую играть. Я посмотрю вот на пинг, на FPS, сейчас настрою здесь графику, звук и прочее, прочее. Когда более или менее все будет играбельно, сейчас смотрю FPS вообще маленький, 16, но я поставил высокие настройки. Кстати, Black Desert очень нетребовательная игра. А здесь посмотрим. Так, ну и смотрю, пинг 166 ms. В общем, ребятки, сейчас на все настрою и продолжу. ms. В общем, ребятки, сейчас на все настрою и продолжу. Так, настроил я вроде бы графику со звуком, но... Ладно. Пока что есть, то есть. Даже, наверное, знаете, что сделать? Ну, я скажу, что... Я скажу, что графика... Вот я сейчас вспоминаю, как выглядела Black Desert в 2016 году. Причем я играл тогда на компьютере, ну сами понимаете, да, 2016 год. А графика-то, по-моему, точно такая же, как и там, в 2016 году. А сейчас на дворе 2026. Костолом Клеспи. Ну ладно, давайте пока посмотрим. Пинг скачет, к сожалению, у большинства он сейчас скачет. Это связано с тем, что игра только вышла в релиз, и онлайн составляет там от 3 до 4 тысяч на сервере. Серваки не выдерживают. Скажем, в январе онлайн был 400-500 человек. Ну, понятно, сейчас релиз, поэтому он таким огромным стал. Так, это мне что, с ним драться надо или просто поговорить? Так, экипировать оружие, базовая атака, блокировка. Ну давайте, видимо, драться надо. Да, вот кнопка X. Это я блокирую. Это я дерусь. Это я сейчас еще в режиме обучения. Так, ну мне, наверное, с ним надо драться. Я не пойму. Так, кнопку Ctrl нельзя нажимать. Блокировка. А, вот, да, блокировка показана. Блок от 15. В игре non-target система, так же как и в Black Desert.
Вот что мне не нравится уже сразу, это мелкий шрифт. Мелкий шрифт. Персонаж. Вот это вот все, я не знаю, можно ли это увеличить, чтобы это все было покрупнее. Хотя, может быть, просто непривычно для меня этот мелкий шрифт. Так, ну давайте. Дальше. Автобег тут есть. Я не знаю, как он работает. Ну, было сообщение, что есть автобег. Ну, так же, как в Black Desert тоже. То есть выбираешь путь, ставишь маршрут, нажимаешь кнопку, и он, персонаж, сам бежит. Так, мне здесь просто нужно бежать. Слушайте, ну я вспоминаю Black Desert. И вот качество графики, ну примерно вот как я играл в 2016 году, вот все то же самое. Разблокируйте навык для вашего оружия, перетащите его на панель быстрого доступа. Используйте горячую клавишу, чтобы его активировать. Ну, так как у меня сейчас двуручный меч, да, что меня привлекло, это я прочитал в описании, что система бесклассовая. То есть, если в Black Desert, например, вот я играл за волшебника, ну и, соответственно, у меня и все навыки были как волшебника, то есть я не мог там волшебником бегать, скажем, там с мечами, или с кинжалами, или с луком. То есть там классовая система. А здесь вроде бы как такого нет, то есть я могу брать что угодно. И в зависимости от того, чем я буду пользоваться, это будет прокачиваться. То есть я так подозреваю, что я могу быть, ну, кем угодно. И лучником могу быть, и там, не знаю, копейщиком, и магом. Где вот посох тут есть. Ну вот у меня сейчас экипирован двуручный меч. Давайте в рамках обучения сделаем. Пассивные умения, а это у нас, это тоже пассивные умения, а я могу выбрать или слева, или справа, да? Что мне выбрать? Восстановление 15. А это у нас что? Это, а я наношу это урон или что это такое? Я тут почему не показано? Вот, например, ты вращаешься вперед, размахивая мечом, нанося 300% физического урона всем врагам. Ну давайте вот первую сделаем. Так, и мне его надо переносить вот сюда, да? Да. Теперь убейте второго врага. Ну-ка давайте попробуем. Ага, вот как это работает. Так, и перезарядка пошла. Ну, система, как в Black Desert, там, ну не знаю, Elder Scrolls Online могу вспомнить еще. Тоже навыки. Тыкаете, как бы на пианино, там, 1, 2, 3, 4. На Black Desert все то же самое. Это просто как бы простая атака, а это есть вот такие вот скиллы. Это вот он? Это он колдует такую хренотень, да? Это, видимо, он колдует. Что-то как-то он странно стоит на одном месте. А, ну по мне урон идет, да. Надо привыкать. А почему кнопка 1 не срабатывает? Потому что там идет откат. Странно, я не использовал умение, у меня откат пошел. Вот откатило. Слушайте, что-то какое-то слабенькое умение, я его просто вот таким вот образом быстрее расковырял бы, чем это умение. Трофеи. Добра подобрал, ремонтные детали. Так, Ctrl не надо нажимать, ребятки. Нажимаем Ctrl, и у меня вот когда Ctrl, и все, и вот мышка появляется. Надо, наверное, переместить эту кнопочку. Так, присесть, кнопка. Блин, кнопка Г здесь. Ой, тут вообще как все по-другому. Обычно кнопка С. Блин, я не запомню, надо будет потом переназначить. А кнопка С что у нас? Кнопка С у нас параметр персонажа. Кнопка X. Меч. Надо будет кнопки переназначить. Слушайте, ну я добился вот FPS от 40 и выше.
Вроде бы нормально. Так, мы здесь можем лезть. Прыжок лазанный. О. Ну, это добро пожаловать в Conan Exiles. А в Black Desert нельзя так лазить. Долго, конечно, лезет. И интересно, у него выносливость не расходуется, когда он лезет. Хотя должна быть. Я обучение прошел. Выберите бонус персонажа. Выбрать по одному бонусу из каждой категории. Бонусы постоянно. Ну, по одному только можно, да, сделать. Ну, я, наверное, не знаю, Индиго, скорее всего, будет травницей, там, урожай. А я либо лес, либо рудокоп. Ну, давайте сделаем рудокоп. Здесь у нас рыбалкой особо не буду. Кулинария, алхимия. Ну, в принципе, я всем буду заниматься. Ну, на первое время, наверное, это будет охота и кулинария. Алхимии пока не буду, рыбалкой тоже пока не буду. Первое время, наверное, я буду охотой и кулинарией. Давайте сделаем охоту. Так, максимальная выносливость, шанс крита, урон по боссам, урон по монстрам. Так, ПВЕ очки. На ПВП я не играю. Ну, к максимальной выносливости сделаем. Да, в игре также есть сервер ПВЕ, есть сервер ПВП. В Black Desert там кнопочка есть. Включить ПВП и выключить ПВП. А здесь разделение на сервера. Ежедневные награды за вход, слушайте, тоже все как в Black Desert. А пинг у меня аж, смотрите, скачет до 500, поднимается. Так, получаем мы награду, ценный пакет, расширение ячеек инвентаря, ячеек склада, ой, это хорошо. Лимит веса плюс 40 килограмм. Завтра мы получим, завтра мы получим еще увеличение. Слушайте, это мне нравится. А, нет, это начало. А что это такое? А когда я вот это получу? Вот же ежедневные награды. Можно приготовить так. Увеличивает ПВЕ урон на 10% и защиту на 15 в течение 30 минут. Вот это вот ежедневные награды я получаю. А вот это вот начало. А, это, наверное, для новичков. 7 наград и все. Да. Ну, это все как в Black Desert, ребят. И для возвращения для старых игроков. Все как в Black Desert. Так, ну все, ребятки. Я в открытом мире. Я прошел обучение такое коротенькое. Да, вспоминаю 2016 год. ПМ. Это что у нас такое? Это личные сообщения. Это чат. Карту. Только давайте посмотрим карту. Мир вроде бы здесь такой же огромный, как в Black Desert. Разбит на регионы. Кролики, черепахи, белки. Ну, сейчас, наверное, начнутся такие, знаете, задания. Иди убей там 50 белок, иди убей там 100 кроликов, иди убей 10 черепах, что-то в таком роде. Задание. Поговори с капитаном Торном. Так,
FPS, кстати, в городе у меня стал 30, я смотрю. Да, около 30. Проседает до 25. Пинг высокий. Новое приключение. С приходом зимы мы собираемся у камина. Семья и дружба согревают даже самые холодные. Так, это мне надо новое задание взять, дары море. Отправляйтесь на берег и научитесь рыбачить. Рыбалка не только увлекательна, но и является важным источником пропитания для деревни. Активирую удочку. Она у меня есть. Вот не нравится, что все так мелко, ведь можно же было покрупнее сделать. Сколько тут всякой информации. Безопасная зона, сейчас ночь, комфорт дома, температура влияет на умение ремесло. Мне тут сразу дали меч, щит, копье, топор, то есть дерись чем хочешь. Лук, арбалет, посох. В общем, я могу драться чем захочу. Жезл жизни. И в зависимости от того, чем я дерусь, то это качаться будет. Так, простая удочка. Куда мне ее? На шестерку? Нет, нельзя. Вместо меча, что ли? Подождите, давайте право. Я получил уровень. А как ее экипировать? Я ее экипировал или нет? Фиг его знает, ребят. Ну-ка, давайте поговорим. Чтобы ловить рыбу, подойди к морю, в соленые воды. Да. У воды нажмите Е, чтобы начать, или F для автоматической рыбалки. Ой, ребятки, все как в Black Desert. Ну-ка, пойдемте попробуем. В Black Desert же тоже АФК рыбалка есть, которой я помню тоже занимался. Я не знаю, я экипировал удочку или нет, но у меня в инвентаре лежит. Что значит экипировать? Вот, ну-ка, меч. Вот меч я сюда кладу, а как удочку? Вот она сейчас загорелась. Сейчас не горит. Правой кнопкой загорелась. Видимо, я ее экипировал. Рыбалка. Так, если сделать кнопка F не работает, автоматическая. Автоловля, кнопка Т, вот. Так, а как? Не понял, поймал я, не поймал. Какой-то бегунок появился. И когда нажимать пробел, я не понял. Когда бегунок где должен быть? Мой бегунок? Когда нажимать? Я не понимаю, когда он в центре, когда он слева, когда он справа. Почему не обучили-то? Не знаю, когда нажимать бегунок надо, ребят. Вон, наверное, когда он напротив спейса. Да, морская водоросль. Когда он напротив надписи Space. Морская водоросль я ловлю. Увеличивается опыт рыбалки и опыт персонажа растет. Так, а если мы сделаем автоловлю сейчас? Луфарь поймал. Так, ну-ка сделаем вот. Подождите. Кнопку Т нажмем. Фильтр лута. Даже вон оно как есть. То есть, что брать, что не брать. Ну вот, например, мусор не брать. Ну, авторыбалка, она это АФК. Ставите персонажа и уходите от компьютера. Это долгий процесс. Вот, наверное, сейчас достигнет 65 и поймается рыбка.
Пинг 300, 100, 333, 149. Скачет очень сильно. 316. 566 он даже скакнул. Ну вот, что-то я поймал. Но это процесс долгий. Не буду. Что там дальше? По заданию. Так, задание. Как смотреть задание? Вот сюда, наверное, тыкать надо, да? Нет? Учится. Новичок рыбалки. Получил простую удочку, серебро и червяки. Все, это я все получил. Как смотреть задание? Какая кнопка? Питомцы, как в Black Desert, корабли. Мелко написано так все, конечно. Аукцион даже есть. Монеты доблести. Так, обычно квесты на Джей, нет? Нет, это ездовые питомцы. Так, где задания? Вот они, кнопка N. Надо запомнить. Активных заданий 0 у меня, но... Я рыбу поймал, все. Мастер зелий. Так, новая миссия. Первая поддержка. Мастер зелий в порту объяснит тебе, насколько важны эликсиры в любых приключениях. Получи у него несколько зелий лечения и научись их использовать. Вот они, награды. Так, а я могу у него несколько заданий же наверное собирать? Первая поддержка. Нет. Одно только пока. Познакомься с мастером зелий. Задание выполнено. Просто с ним надо было поговорить, и он продает зелья. Кстати, надо будет их прикупить. Где мои деньги? Сколько у меня денег? Где что показано? Не вижу, где показаны мои деньги. Ну, где-то должны же быть. Монет. Вот у меня 119. Ну, можно купить. Хотя мне же за задание вон дали 50. Так, сразу, наверное, делаем. Ждите, ячейка быстрого доступа. А, это вот сюда. Это сюда. Поговорить. Поговорил. Но задание я уже выполнил. Выполнил, надеюсь. Твой первый питомец. Так, вот. Завершив дела с мастером зелий, ты слышишь зов хранителя питомцев, он скажет о важности питомцев и научит, как с ними взаимодействовать. Ну, вы помните, в Black Desert тоже были питомцы. Основная их задача была собирать лут. У меня там было, по-моему, 3 или 4 питомца, наконец-то. Ну и помимо этого еще каждый питомец какие-то бонусы давал. Так, смотрите, здесь можно получить пчела-собиратель. Ну, они все собиратели. Но были еще такие особенности. Вот, автоматически собирает один предмет каждые 2 секунды. Бабочка, летучая мышь, туманный волк, носорог. Не знаю, кого взять. Они все одинаковые. Ну, бабочка, наверное, будет мешаться. Волка я возьму. Познакомиться с хранителем питомцев.
Слушайте, ну все как в Black Desert, такая же графика. Вон лошади, то у меня потом будет лошадь своя. Простой корм. Так, во вселенной Queenfall питомцы делятся на два типа: усиливающие и собирающие. У питомцев могут быть разные внешности. Они могут повышать уровень и эволюционировать. Кнопка И, чтобы открыть инвентарь, правой кнопкой по питомцу, чтобы активировать его. Затем кнопка H, чтобы его позвать. Так, корм дорогой какой, 750. Ну, это для меня дорогой, потому что сейчас денег у меня нет. Ну, давайте питомца призовем. Где волк? Так. Ну-ка, если кнопка H. Призвать. Оп. Он будет уровень поднимать, да, уровень первый. Сытость, ХП. Его кормить надо, нет? Чтобы накормить по корму для питомцев. Голодный питомец не может собирать предметы. Корм для питомцев. У меня есть, вот он. А, просто правой кнопкой я тыкаю, да? Сытость 85, 90. Простой корм на 5%. Ну вот так, на 100. Настать на 100. Все, он со мной бегает. Ну вот так, волк лучше, чтобы бабочка вот мешалась мне. Так, теперь, наверное, снова с капитаном Торном поговорить. Теперь лошадь мне надо. Знакомство с кузнецом. Капитан Торн зовет и вручает изношенный ржавый стальной меч. Просит отнести его к кузнецу и починить. И награды на выбор. Ну вот чем буду драться? Надо выбрать. Кем я буду первое время? Меч и щит. Копье, топор. Или посох. Кем мне быть-то? Ну давайте пока возьмем вот это. Чтобы починить предмет, обратитесь к кузнецу. У него открой инвентарь. Поврежденные предметы будут отмечены. Сломанные предметы теряют свою силу. Щелкнуть правой кнопкой, чтобы отправить их на ремонт. Также имея ремонтные части, я могу чинить снаряжение в любом месте, без визита к кузнеку. Ну мне надо что-то чинить, да, вот мне надо чинить правой кнопкой, да, мне надо? Да, вот видите, сюда складываю. Ого! Ого! Он с меня деньги снимает. А у меня есть ремонтные детали, поэтому я выберу вот это. Если без ремонтных деталей, то деньги снимает. А если с ремонтными, то вот такие. Чиним. Починил. Уровень 5 нужен, да? А у меня только 3-й уровень. Я пока их не могу использовать. Но я их отремонтирую. Теперь снова к этому Васе. В поисках скакуна. Вот. Лошадь же теперь не нужна. Купить лассо и отработать бросок на тренировочной мишени. Так, взял я квест. Лассо надо теперь купить. В этом мире можно ловить коров, коз, овец, лошадей, даже кур. Во как. Ну, в Black Desert также лошадей я ловил, а вот насчет коров, коз там такого не было.
Ну, не помню такое. Так, вот это. Мне нужно купить лассо. Сколько у меня денег? Почему не видны мои деньги? Или я их не вижу? Вот они, мои деньги. 138, а я как куплю лассо? Лассо-то 800 стоит. Подождите, я смогу купить лассо? Итоговая цена. И налог еще 5%, 840. Давайте попробуем. А, это у меня 137 тысяч. Чё ты? Это тысячи, ребят. Я думал, это, ну, евро это центы, а это не, это тысячи. Все, я лассо купил. Легкий корм не знаю купить. Зачем он нужен? Голод ездового животного. Ну, давайте сразу возьмем. Так, теперь на лассо потренироваться. О, на манекене. Экипировать как? Или все, или просто в инвентаре надо иметь? Не надо экипировать, что ли? А, нет, он перетащить на панель умений. Вот, на двойку я перетащил. Ну, пинг высокий, поэтому так долго. Теперь надо потренироваться. Где? Прямо здесь? Да, вот лошадь, манекен. Давайте попробуем. Промазал. Промазал. Попал. Чего? 2 раза попал, 1 раз промазал. Чтобы призывать, нажмите кнопку И, откройте еще коробку скаканул, чтобы активировать его, смотреть. Так у меня же еще нет лошади. Чё? А, или мне уже дали награду. Ну-ка, дайте я еще раз потренируюсь. Попал. Промазал. Попал. Короче, 2-3 попадания, 1 промазывание. Ну-ка еще раз. Попал. Синенький, видите? Красненький это промазал. Синенький. Еще разок. Промазал 3 раза. Слушайте, ну тяжело попадать. Промазал. И 3 раз промазал. Слушайте, тяжело попадать-то, я не могу. Сложность в зависимости от расстояния. Попал. Промазал. Попал. На. Ну-ка, если я прям вплотную подойду. Надо же, к лошади будет красться. Вот так вот надо будет к ней красться. Оп, 24%. Мимо. Попал. Мимо. И мимо. Ну-ка, если здесь. 18%. Мимо. Подождите, а какое расстояние должно быть, чтобы было хорошо? Ну-ка, если я далеко отойду. 41%. А, это сложность. Все мимо. То есть чем выше сложность, чем выше процент, тем сложнее. Надо прям вот вплотную, если подойти. 17. Бегунок, короче, медленнее бегает. Слушайте, я вам скажу, что сложно будет ловить. Сложно будет ловить. Но, надеюсь, мне хватит моей одной лошадки. Разведение. Так. Призываем. Оп. Чтобы экипировать, нажмите снаряжение. А есть какая-нибудь одна кнопка, чтобы я это делал? Питомцы H, ездовые J. А как слазить?
Слушайте, быстро все так происходит. Уже лошадь мне дали, питомца дали. А в Black Desert я, по-моему, первого своего питомца получил, наверное, через год игры. На аукционе его надо было покупать. Или, может, за квест дали. И лошадь тоже я там в поле ходил, ловил. Это было тоже где-то через несколько недель. А тут сразу все дают. Так, теперь осталось выяснить, как слазить мне. Какая кнопка? Е, Р, нет. А какая кнопка? Не знаю, надо посмотреть в настройках, какая кнопка слазить. Не буду же я все время вот так нажимать. Отправить. Призвать. Ну-ка, кнопка П. Да, во, есть кнопка П. Оп, это я сел. Оп, это я слез. Все работает. Экипировка улучшает различные характеристики скакуна. Ну вот, седло тут, наверное, подковы, да, прочее, прочее. У меня, наверное, ничего этого нет. А, не, есть подковы. Маневренность на 5%. Раз. Стремена. Скорость на 5%. Во Вселенной существует несколько способов быстрого перемещения. Один из них — автоматическая ходьба. Чтобы начать автоходьбу, нажмите клавишу М, выберите ближайшую желтую точку, затем нажмите авторан. Так, это седло. Седло что у нас делает? Выносливость увеличивает. Так, давайте автобег, да? Сейчас я отсюда отбегу. Ну, в Black Desert тоже автобег есть. Смотрите, как это работает. Я помещаю точку, например, вот кленовая гамма. Быстрое... А, это быстрое путешествие, подождите. Ближайшую желтую точку на тропе. Ну вот, допустим, сюда, да, вот. И кнопка Т — автобег. Если я это закрою, нажимаю кнопку Т, персонаж побежал. И то же самое на лошади должно работать. Помни, автоходьба работает только по тропинкам. Первое путешествие. Преодолей 200 метров верхом. Так, а задание мы тут сможем еще взять какое-нибудь? Первое путешествие. Но у меня уже взято. 200 метров верхом надо проехать. Вон овчарка ходит. Так, ну давайте 200 метров верхом съездим куда-нибудь. Куда-нибудь за, не знаю, за пределы, да, где кролики. Вот сюда вот. Все, он у меня поехал, да, он поехал. Ваш питомец повысил уровень. Я покинул безопасную зону. Ну так как сервер ПВЕ, на меня тут другие нападать не будут. Черепаха ходит. Так, отмена. Так, давайте возвращаться к капитану. И сейчас, скорее всего, он даст задание уже вот пойти мобов лупить. А у меня уже 4 уровень. Не надо до 5 подняться. Да, кстати, вот, смотрите, есть... А, это манекены. Как в Black Desert есть огороды. В городах можно их арендовать и там выращивать культуру. И что мне нравится еще, я почитал, в Black Desert нельзя было строить свои дома. Там дома можно только было арендовать в городах, ну и там их обустраивать, там жить. А здесь вроде бы как есть строительство. Можно строить дома, верстаки и прочее, прочее, ну как выживал.
Приказ Торна. В Харборе, нейтральной земле и доме стражей Рошан командир Торн вызывает тебя к себе. Он рассказывает о том, как тьма проникает в эти земли и предлагает отточить навыки на тренировочных манекенах. И в качестве награды вот можно меч и щит. Здесь у нас копье, топоры, лук, посох. Вот я не знаю, кем я буду. Может быть, посохом попробовать? Меч и щит и длинный меч. Ну-ка, дайте-ка я посмотрю навыки, какие тут есть. Так, навыки, какая кнопка? Вот, у посохов что тут есть? 2 ветки. Маг льда, маг огня. Надо посмотреть. Так, ну давайте пока выберу я все-таки меч и щит, а там посмотрим. Прежде чем применить умение, тебе нужно овладеть 3 базовыми действиями: блоком, сильным и обычным ударом. Они позволяют получать временем усилия, которые особенно полезны в бою. Обычная атака увеличивает силу на короткий срок, а сильный удар, правая кнопка мыши, повышает шанс критического урона и ускоряет атаки. Потренируйся на куклах. Так, куклы. Сейчас с этим надо разобраться. Куклы. Ну давайте попробуем, потренируемся. Обычная атака левой кнопкой. Увеличивайте силу, этот с молотом, на короткий срок. Сильный удар, удерживаем правой, повышает шанс критического и ускоряет атаки. Но у меня правая кнопка это блок. Для отражения части используй среднюю кнопку. А у меня средняя кнопка не работает. В настройки надо идти. Горячие клавиши. Нету такого у меня. Вот. Атака левая кнопка, режим прицеливания, блок правая кнопка. А средней кнопки тут вообще нету. А почему про среднюю кнопку тут мне что-то толкуют? Я не знаю, ребят, ну... Средней кнопки тут вообще нет. Ну, ладно, давайте будем без средней кнопки. Потренируйтесь на куклах. Это я вот блокирую. Средняя кнопка мыши активирует защитную стойку. Нет, нету здесь средней кнопки. Странно. Сильная атака, но у меня ее нет. На правой у меня блок. Средняя не работает. Развитие умений играет важную роль. Чтобы активировать навык, нажми К и выбери нужный. Ну, это вот то, что я уже тут выбирал, вот вихревой разрез. Кстати, давайте-ка я все-таки
пока не с длинным мечом хочу, а походить с коротким. Это длинный. Длинный. Со щитом я хочу. Так, книжечки зачитаем. Ну как их зачитать? Как зачитать книжечки? Тыкаю по ним, ничего не происходит. Длинный меч, длинный меч. Вот меч. Так, и щит. Так. А как книжечки зачитать, я не знаю. Ну, ладно. В безопасной зоне я могу моментально сменить оружие, но за ее пределами это приведет к блокировке всех способностей на 100 секунд. После первого уровня для их активации потребуются особые книги с различными параметрами. Так это, наверное, книжки нужны, чтобы мне вот это разблокировать. Так, здесь страж, здесь мастер меча. Смотрите, когда я выбрал одну ветку, у меня вторая заблокировалась. Так что тут надо с умом. Если что-то одно выберешь, это уже будет заблокировано. Правильно ведь, да? Или сброс нажать и переделать. А сброс стоит денег. Ну, можно сделать. Вот. И перераспределить. Так, ну ладно, ребятки, давайте я на этом пока закончу. О, со щитом. Кролика. Задамажим. Блин, кролик. Задамажим, он убежал. Да, сейчас. 10 минут. Сейчас одного кролика. Так я его так не догоню. Он догнал. Нужен охотничий нож. А это кто такой? Павлин. Да, надо еще на такой случай все-таки лук изучить. На такой случай надо еще и лук. Так, ну ладно, давайте, правда, на этом я пока закончу. Потому что, наверное, так видеоролик получается большой. Вот оружейник есть. Обменять жетон, материалы. Ну, много тут чего. Буду разбираться, и когда следующее видео будет, пока сказать не могу. Я все-таки, наверное, пока, ну, парочку дней тут все-таки поразбираюсь, попрокачаюсь. Ну, чтобы уже в дальнейшем, как бы, ну, более или менее. Потому что пока я просто вот снял видео, чтобы продемонстрировать то, во что я сейчас буду играть какое-то время. Ну, и я надеюсь, Индиву ко мне тоже присоединится. Так что, ребятки, эта игра The Queenfall. Ну, что я скажу. Копия Black Desert Online 2016 года. И графика такая же. И механика, и система, ну, почти все такое же. Хотя, повторюсь, тут есть все-таки некоторые моменты, которых в Black Desert нет. Например, внеклассовая система, плюс строительство, плюс животноводство, ну и прочее, прочее. Так что посмотрим. Всегда интересно что-то новенькое. Благодарю за внимание и до следующей серии. Всем пока.